общий расклад Таро о том, что вам важно услышать срочно. Срочное послание высших сил, потоковое чтение по ситуации. Расслабьтесь, настройтесь на себя, на свою ситуацию. Прислушайтесь к знакам судьбы, к потокам Вселенной, к потоку Таро. Будем смотреть о том, что вам важно услышать срочно. Срочная потоковая информация для тебя. Итак, друзья, приветствую всех. Таролог Алехандро предлагает вам погадать на картах, просто услышать послание Вселенной и высших сил на здесь и сейчас важная для вас информация. Что-то касается о вашем союзе. Возможно, это брак, возможно, это ваши какие-то договора. В этом союзе присутствует не очень хороший человек. Скорее всего, это мужчина. И мужчина в вашем союзе или в вашем браке, или в ваших договорных отношениях может вести себя не очень адекватно и может представлять некую угрозу, а может быть просто не согласен с чем-то. Ну, как минимум, на ваш союз и на ваш финансовый поток может повлиять мужчина, который будет не согласен либо с вашим союзом, либо с вашими деньгами, либо с деньгами в вашем финансовом союзе. Будьте внимательны и осторожны при заключении договоров, подписании, расторжении договоров. И, возможно, может быть какие-то судебные моменты, где мужчина может влиять не только на ход событий, но еще и на деньги. Смотрите, в решении вопроса, который вы будете решать, особенно если это договора, партнерства и союзы, вам, во-первых, нужна помощь. И если вы не будете воспользоваться помощью или не подготовитесь к решению этого вопроса, то возможны какие-то негативные последствия. Здесь есть аркан насилия, да. Ну, а насилие это здесь больше как будто бы дьявол, да, или принуждение. В ваших партнерских отношениях не по вашей вине могут возникнуть огорчения, если вы к этому не подготовитесь и не воспользуетесь поддержкой или высших сил, или того человека, который может повлиять на это. То есть дьявол — это спонтанные какие-то проявления здесь, и это насилие, принуждение или обуславливание. Поэтому давайте я так скажу, что в ближайшее время вот эти 6 карт говорят о том, что в вашем союзе возникнет конфликт, появится человек, который против чего-то в этом союзе, особенно, это мужчина может быть против денег. Он будет, возможно, вас огорчать и, возможно, требовать от вас то, что вы не можете отдать, или принуждать вас к тому, что вам заведомо неинтересно, невыгодно, и без помощи, скорее всего, не обойдетесь. Давайте дальше смотреть. Тут кто-то ошибается по поводу счастья. По поводу счастья вы ошибаетесь. Но здесь как будто бы перевернутая популярность и перевернутое понимание. Сейчас скажу. Вы можете быть счастливым или счастливой, но вашему счастью кто-то завидует. Есть человек, который завистливый. Вам нужно как можно меньше говорить о своем счастье и просто не выносить, как говорится, не ссор из избы, а не выносить, не сделать счастье на показ. То есть счастье любит тишину, деньги любят тишину, бизнес любит тишину.
То есть здесь причины вашего несчастья не в том, что вы несчастны и вы так считаете, это вы так ошибаетесь по этому поводу, а в том, что ваше счастье, оно на показ. Например, в соцсетях, к примеру, вы популярный человек, вам кто-то завидует, и ваша информация просто от вас идет, она не закрыта ничем. Сделайте себя меньше популярным или сделайте менее популярным свое счастье, ну и тогда вы не будете ошибаться по поводу того, счастливы вы или нет, или не будете думать, что у вас что-то не то по поводу счастья. Ну, смотрите, вам нужно себя подготовить к безопасности, подумать о своей безопасности. Это касается не только денег, не только какого-то насилия по поводу вас, да, или принуждения, не по поводу отношений, а вообще о безопасности. Ну, здесь как бы, может быть, и закон может вас преследовать, и вы можете оказаться преследуемые законом. И вот по этому поводу вам сейчас нужно продумывать, подготавливаться. Ну, это как бы, ну, совет просто высших сил, которые вас настраивают на то, что если вы не подготовитесь юридически, документально, или не будете строго следовать букве закона, или изучать какие-то законные моменты, то вас ждет неудача, и вы можете просто быть, ну, или под подозрением, или в розыске, или вас будут штрафовать, наказывать. Здесь дьявол, здесь вот идет пока поток предупреждений, такой вот напряженные карты на самом деле. Ну и со стороны закона могут быть преследования у вас. Ну, например, да, что, о чем это говорит? Ну, не гоните быстро, да, не катайтесь быстро на автомобиле, да, то есть не нарушайте закон, ну и так далее, да, то есть будьте осторожны. Вам придется решимо действовать и прилагать много сил для того, чтобы не потерять еще больше, особенно денег. Здесь есть шпион, это он же вор или человек, который плохой, злой человек, который может что-то украсть и нанести вам, ну, если не банкротство, да, здесь банкротство выпадает, просто большие потери. Поэтому вам в ближайшее время будет тяжело, очень тяжело отстаивать свою финансовую независимость. И вам нужно, ну, как говорится, безопасность по закону, с сохранением финансов и сохранением имущества. Поэтому вам придется бороться за сохранение своего имущества, особенно чтобы его не украли, не разворовали, не ограбили и вас не обанкротили. Если у вас есть соперник, особенно мужчина, здесь король мечей перевернутый, а здесь, ну, такой себе паж мечей. Хорошо, смотрим дальше. Пока что идут предупреждения, все, имейте в виду. Вам карты просто вот идут потоком на будущее. Вас ждет какая-то потеря, и вам к ней, финансовая. Вам к ней, к этой потере нужно быть просто готовым. Здесь прямо это может просто быть связано с закрытием какого-то бизнеса, с падением какого-то бизнеса. Здесь как будто бы идет линия, где вы теряете вот очень много карт на потерю финансов. И вот этот месседж, он не просто так для вас. Он для того, чтобы вы сейчас услышали о том, что если вы сейчас предпримете какие-то шаги, которые там, может быть, какой-то консультант у вас появится, да, вот эта карта.
Может быть, вы будете аккуратны со своими какими-то вложениями, инвестициями. Может быть, просто не будете показывать деньги, которые у вас есть. Может быть, не будете говорить о количестве этих денег. Основной враг у вас мужчина. Так или иначе. Основной враг мужчина. Вот он. Воры. Закон может вас преследовать. Вот он, враг. Ну, это врагов мы смотрим. Ну и здесь вы не очень внимательны. Заблуждения есть. Ну и обманщики, то есть могут быть мошенники, будьте осторожны, что заблуждение и дурак перевернутый, это вас могут одурачить. Поэтому вот этот весь поток идет. В вашем поле дьявол и люди или структуры, которые так или иначе, ну, ведут, может быть, где-то незримую охоту за вашими деньгами, а может вас склоняют к какому-то договору, который в конечном итоге может привести вас, ну, к невыгодным для вас или последствиям, или к банкротству, или к большим потерям. Ну, может быть, и вам нужно, вот вы брачный контракт правильно продумать. То есть все, что касается денег, мужчины, закона и воров, да, вот это все, оно ведет к повышенному вашему вниманию и большим-большим растратам и потерям. Хорошо, это первый месседж такой. Давайте приготовимся услышать второй месседж, второй поток. Ну, сегодня всего будет 3 потока. Я, если хотите, сделаю тайм-коды на потоки. Если для вас все потоки важны, услышьте. Возможно, вам нужно это услышать для себя. Настройтесь на себя, на свой поток, на свою ситуацию. Возможно, на свои отношения, на своего мужчину, женщину, на своих детей, возможно. Ну и по первому раскладу будьте осторожны с инвестициями. Опять вы заблуждаетесь. Смотрите, второе предупреждение. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь в том, что это или новость, или не новость. Вы заблуждаетесь в том, что вам человек говорит с вами искренен человек. Здесь идет как бы может быть, вы ошибаетесь, верите ему, или ну, он действительно он может быть с вами и честный по этой карте, да? Потому что выпадает как бы заблуждение с одной стороны, а с другой стороны искренность, а здесь оригинальность. Но вам говорят что-то новое, а вы в это не верите. Вот как бы вот такая ситуация, да? Вам что-то вроде бы как говорят честно, но вы не доверяете. Вот такое вот. Вы не доверяете какому-то человеку. Давайте смотреть дальше. Вот не доверяете вы какому-то человеку. Окей. Вы не доверяете какому-то человеку. Окей. Ну, не доверяете. Хорошо. Этот человек может вам обещать, что он появится у вас. Появится с деньгами. Или чтобы принести вам какую-то прибыль. Человек из вашего окружения. Давайте дальше смотреть. Хорошо. Ну, смотрите, все-таки он вас обманывает. Смотрите, обман выпадает прям 2 мечей. Особенно если это касается конфликта какого-то у вас. Если вы конфликтуете, или этот человек военный, или он полицейский, или он силовик, он вас обманывает. Или на государственной службе. Смотрите, если вам что-то обещают новое, и вы этому не доверяете, то лучше этому не доверять. Это еще одно предупреждение. Особенно если это касается отношений и денег. Или отношения связаны с деньгами. Услышьте это. Есть некий мужчина,
который вроде бы он как бы вроде бы искренний с вами. Он вроде бы может быть и новый. Или вам предлагают какую-то новую компанию, в которую нужно инвестировать. Может быть, даже этот человек появится скоро и будет вам что-то презентовать. Появится, да. Но ему не стоит доверять. Он сулит обман. И вот здесь вот эта карта страшного суда. Она обычно о серьезных материальных потерях. Ну и особенно, если вам что-то предлагают на фоне какого-то серьезного конфликта, серьезного непонимания или чего-то вообще не изученного, знаете, как уникальный продукт какой-то, не стоит ему доверять. От государства тоже не стоит доверять. От военного, от полицейского, связанного с войной, тоже не стоит доверять. Это все будет потеря в любом случае. Вот такой месседж. Хорошо, тогда какой совет здесь во втором случае? А что вам карты советуют? Ну, карты советуют не доверять все равно. Здесь идет как ложь, обман. То есть, карты как бы не врут, да? Карты не врут. Поэтому они говорят просто ложь, да, вот обман, ложь. То есть вот этот честный человек, который вам предлагает оригинальный продукт, он вас вводит в заблуждение, дурачит. И если он требует от вас каких-то серьезных денег, тут большая сумма денег в принципе, то это скорее всего будет потеря. Вот такое предупреждение, кстати. Самое время подписаться на канал, написать комментарий и нажать лайк. Хорошо. Но если вот не туда, не с этим человеком, куда тогда направить деньги? Да, вот давайте немножко про финансовый поток. У нас как раз вот сегодня почему-то очень много про финансы. Куда направить эти средства? Ну, здесь пока надежда у нас идет. Счастье. И заявление. У вас есть мечта, которая не совпадает с этим предложением. Лучше эти деньги отложите на будущее, и придет вам, я думаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в течение полугода или 6 лет будет вам вариант предложения. То есть от полугода до 6 лет. То есть вам лучше эти деньги сейчас этому человеку не давать, или в эту организацию не нести, или не надеяться на эту организацию, да? А через 6 лет, в течение 6 лет, пока эти деньги приморозить, да, условно говоря, или придержать, или в течение полугода, или до 6 лет вы их организуете, вы найдете, куда их вложить. Вот такой поток идет. Хорошо. Давайте посмотрим, в каком направлении лучше будет вкладывать эти деньги, инвестировать. Смотрите, здесь выпадает ложь, потворство и банкротство. Вам нужно будет инвестировать только в понятные, прозрачные, прибыльные мероприятия. Фонды, да, то есть прозрачные, прибыльные, то есть это не под высокие проценты, то есть то, что не рискованное, то есть мероприятие с пониженным риском, и оно вам понятное будет. К примеру, это будет не какая-нибудь инвестиция там в венчурные какие-то, да, направления биржевые, да, или инвестиции, или фонды, как они там называются, да, потому что венчурные фонды, они обычно самые рискованные, да, а в недвижимость, к примеру, в то, что приносит доход, гарантированно, но медленно, да, и прозрачно, понимаете, да, то есть просто вот тут такой вот месседж идет по второму потоку. Давайте еще несколько. Может быть, что-то карты скажут не про деньги. Смотрите, вам прямо карты так и говорят. Вам этот человек, он непорядочный, он нечестный. А вот удача и выигрыш, она будет у вас.
Это о том, что вот эти деньги точно тому человеку не давайте, или той организации, или в том направлении. У вас будет успех. Вот он, колесо фортуны выпадает, вот он, выигрыш выпадает. Давайте смотреть, куда, где выигрыш, в чем выигрыш. Смотрите, выигрыш в том, что сейчас не надо ничего делать. Сейчас, если вам говорят срочно, инвестируй, быстрее, 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 вас подталкивает, а вам бездеятельность. То есть выигрыш в том, что вы сейчас ничего не делаете, никому ничего не даете. Дальше смотрим. Печалька, да, может быть и печалька, может быть и, ну, как бы у вас намерение было, да, тут прям волшебник, да, идет. Ну, может быть, вы уже прям надумали себе, там, напланировали, да, то есть будет фрустрация, вам нужно пережить эту фрустрацию. Разлуку, может быть, придется пережить. Ну, тут разлука, она больше с кем-то, да. Одиночество, да, с кем-то придется переживать разлуку. Но это деньги, это успех. Может, вам придется в одиночку где-то с кем-то, ну, быть от кого-то. А потом становится богатая женщина, видите? То есть то, что я говорю, у вас выигрыш и удача, они идут через то, что вы сейчас не даете. Да, вы уже настроились, а вам в последний момент лучше не отдать это. Особенно если вы чувствуете внутри, что вам не надо это сейчас давать. Тогда вы действительно будете, ну, как бы один на один тет-а-тет со своими там тараканами в голове, но зато вы не потеряете эти деньги. Вы их точно не потеряете, особенно если вы женщина. А потом для вас это будет огромное счастье, но оно позже придет. То есть ваша эта инвестиция, она найдет себя. Я не вижу пока куда, карты конкретно не говорят. Здесь выпало, видите, печаль, разлука, одиночество. Нет конкретного направления. Но опять удача и выигрыш соединяются с богатой женщиной и с огромным счастьем. Поэтому вам эти деньги, они пригодятся. Но для другого огромного счастья, о котором мы с вами пока еще не видим. Карты их не показывают. Но, возможно, нужно прожить печаль, разлуку и одиночество. Да, вот пройдет какой-то период. Что такое печаль, разлука и одиночество? В вашем случае это, ну, здесь покровительство, это больше о обстоятельствах, которые будут под покровом высших сил или под защитой высших сил. Поэтому, ну, может быть, защита высших сил — это рассчитывать только на себя. Поэтому, смотрите, если вы сейчас эти средства не отдаете, они вас просто спасут в конечном итоге, а все, что останется, будет уже новым фундаментом. Может, вы купите мешок цемента, условно говоря, для того, чтобы залить в фундамент своего нового дома или нового счастья. Понимаете, о чем я говорю? Услышали? И если вам перекликнулось, откликнулось этот расклад, поставьте на паузу, напишите комментарий, о чем для вас второй поток. Я выбачаюсь. Хорошо. Такой интересный сегодня. Этейла, да, он всегда, он такой неожиданный. Неожиданные такие идут потоки. Тем не менее, давайте посмотрим. Поток номер 3. Поток номер 3. Вы любите, я знаю, часы, чтобы, да, видно было. Итак, поток номер 3. Что вам важно знать сейчас? Что-то необычное, что-то новое идет. Смотрите, этот пажик у нас сегодня прям третий раз гостит в нашем раскладе. Какая-то новость идет вам. Так что ж такое, вас сегодня прям хотят обмануть. Новое идет ложь. У меня такое ощущение, что вам, вот если вы все три расклада смотрите, кто-то постоянно врет. Может быть, уже я вру вам, да, потому что если вы знаете, как одного таролога смотришь постоянно, прибивается, да, бывает. Тут, смотрите, тут это общие расклады, вам нужно. Но опять-таки, смотрите, может быть какая-то оригинальная ложь. Оригинальная ложь идет. Или кто-то хочет снова обмануть, или каким-то хитрым способом. Пока такое вижу.
Ой, вам кто-то просто лжет о любви. Любовь. И о новой любви вам лгут. Может, вам кто-то пообещал новую любовь. Может, я пообещал, может, другой какой-то мужчина пообещал, женщина пообещала, или другой таролог-специалист, да. Ну, хорошо, здесь, ну, давайте уже не будем, коль уж вы на раскладе, да, ну, для чего-то же вы это слышите. Кто-то вам оригинально лжет о любви, или снова лжет о любви. Ой, а что тут выпало? Упало мне. Есть какие-то трудности у вас, и трудности они в коммуникациях, в общении. Ложь, которая вам идет, она сулит вам потерю или разъединение связей, ну, коммуникация, общение. Ну и смотрите, ложь еще может, у вас могут быть трудности в продаже из-за того, что вы владеете какой-то информацией не той, что надо. Могут быть трудности и потери в финансах, обратите внимание, трудности, потери, деньги, торговец. И смотрите, чтобы, карты вам говорят, чтобы побыстрее продать, вам лучше уступить. Вот если вы торопитесь продать, то и вам трудно что-то продать, то уступание, да, оно в принципе дает вам какое-то движение, динамику придает. Ну хорошо, давайте смотреть дальше. Вы знаете, и карты вообще переключились с денег и продаж, да, вот такое, с финансового потока на отношения резко. И они говорят, если тебе скучно с кем-то, вот с ним или с ней, лучше будь подальше от него, от нее. Ну, это как минимум что-то изменит. Тут смотри, есть женщина вот здесь, а здесь не очень хороший мужчина. Так вот, как бы, кто бы ты ни был, да, вот здесь прибыль, вот здесь женщина. Женщине выгодна прибыль от этого не очень хорошего мужчины. Как минимум, возле женщины прибыль, а мужчина нехороший. То есть, соответственно, женщина будет пользоваться мужчиной. Ну и здесь нужна, как бы, с одной стороны, безопасность, суд, правосудие, а здесь какой-то разведчик, шпион есть. И здесь есть идеи, вам нужно опять, как идет послание, как будто бы вам нужно очень хорошо изучить какой-то документ. Особенно если это касается плохого мужчину или злых людей. Вот идут опять предупреждения, просто поток предупреждений идет. Смотрите, союз богатой женщины, королевы пентаклей, и военного — это безрассудство. Если женщина рассчитывает на военного, это тоже безрассудство. Если женщина строит какие-то виды, планы на военного, это безрассудство. Почему? Потому что вот это все, оно будет или незаконно, или будут серьезные потери, или это дурная идея. И такой вот месседж интересный. Вам сейчас нельзя рисковать очень сильно. Это несет потери очень серьезные, банкротство. Вам нельзя доверять никому, кроме себя. Нельзя доверять, нельзя быть альтруистом. Нельзя нести деньги в какие-то благотворительные фонды. Нельзя никому доверять деньги, кроме себя. И единственным способом не потерять
Это пока что припрятать, как можно больше взять своего. Вот то, взять то, что дают, то и бери. И не отдавай ничего, то, что у тебя есть. Такие потоки идут здесь. Если чувствуешь какие-то трудности сейчас, то вот знаешь, как есть такая игра, да, замри. Ничего не предпринимай. Если чувствуешь, что тебя к чему-то подталкивают, замри, ничего не предпринимай, да, вот такое вот идет. Твоя импульсивность и твоя вот горячность, да, вот твое рвение, оно неблагоразумно. Если ты будешь преодолевать какие-то трудности и препятствия или что-то непонятное резко, ну ты больше потеряешь, чем найдешь. Смотри, тебе будут сулить какую-то крупную сумму денег. Очень большую, приток денег или даже большой поток. Ну, с одной стороны тюрьма, а с другой стороны бездеятельность. Поэтому смотри, огромный поток, тут еще он закон есть и так далее, да? Есть. Если ты окажешься в каком-то большом потоке денег, и он будет незаконный, он может тебе сулить большие неприятности вплоть до тюрьмы. Поэтому все постарайся делать по закону. И если у тебя сейчас идет денежный поток, и он незаконный, и ты его можешь еще сделать как-то законным, ну тогда постарайся это сделать. А если ты этого не можешь сделать, ну то любая твоя бездеятельность в конечном итоге может обернуться для тебя большими ограничениями, потерями и так далее. Видишь, опять вернулись к деньгам. Про что бы мы ни говорили, мы будем говорить либо про деньги, либо про отношения, да, правда? Ну, да, а в конечном итоге все сваливается в политику, да? Но это между двумя собеседниками. Тебе жизнь готовит большой сюрприз и не один. И ты к чему-то очень стремишься, очень сильно, ну, как говорится, горячкуешь, да? Ну, горячкуватую украинскую, торопишься, да? Но тебе наоборот нужно остыть. Почему? Вот эта вот твоя горячность, она, ну, як кажуть українською, не стрибай, не біжи поперед батька в пекло, да? Вот так. Непорядочность. Либо ты торопишься и ведешь себя как-то неадекватно, либо какой-то человек непорядочный, которому ты испытываешь страсть, он готовит тебе сюрприз. Он будет тебя подталкивать к чему-то, ну, как бы спонукати, да, потворствовать или располагать к чему-то. Он будет тебя склонять, будет тебя как бы показывать, что он надежный, показывать свою лояльность, защиту, поддержку в каком-то инциденте, в какой-то сложной ситуации. Нужно тебе туда, к этому человеку или нет? Но он нечестный. Но опять выпадает, видишь, таркан. Поэтому будь осторожна с человеком, который решит тебе помочь и решит помочь тебе решить какую-то сложную задачу. Он может оказаться нечестным. Вплоть до там мошенника, обманщика и так далее. Особенно если эти движения будут замешаны на нежности и симпатии, на отношениях. Если ты будешь считать, что он твоя родственная душа, или он тебе будет говорить, что он твоя родственная душа. Или мы уже почти родные, или мы с тобой родственники. Слышишь? Совет тебе от Таро.
Тебе нужна поездка, переезд. Тебе нужны переговоры. И в этих переговорах тебе нужно понимать, о чем ты говоришь. И если нужен посредник или медиатор для переговоров, воспользуйся ими. И не торопись делать резких движений. Подумай о поездке, переговори. Здесь должны быть задержки, то есть торопиться нельзя. Ну и попытайся собрать как можно больше информации по поводу своей финансовой независимости, по поводу инвестиций. И, может быть, эта информация тебе поможет избежать еще больших потерь. Ты можешь быть богатым человеком, обеспеченным, но тебе нужно учиться, тебе нужно не торопиться, и тебе нужно активное действие. Но оно должно быть не горячим, сдержанным и законным. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Пусть это послание высших сил поможет вам избежать каких-то серьезных потерь. И пусть каждая карта даст вам нужный инсайт, нужную подсказку и нужный лайфхак. До встречи, увидимся и пока-пока.